Нет, мама, удивительно. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна? Неспокойно. А что сделано, то сделано. И если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо не печалиться, а радоваться, что можно освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота. Мама, зачем вы говорите так? Вы же знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости. Ну, именно. Удивительный человек, как только деньги в руках. Свои ли, чужие ли. Он никогда чужих не брал. Все равно женины. Так ведь он же отдал все свое состояние жене. Но еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает. Промотает, не промотает. Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем. Особенно с таким, как Федя. По-твоему, нужно ждать, пока он все промотает. И приведет в дом своих цыганок, любовниц. Нет у него любовниц! Ой, так навела, гритрадела, да Йорисая копала, хевела. Федя, спишь? Не разговаривайте. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Ну, теперь не вечернюю. Нельзя, Федор Васильевич, сейчас с розового цвета. Ну, ладно. А потом не вечернюю. Машенька, моя шинька, розового цвета, выгобре улица, заломова в портрет. Портретов, а тут туркана злава, да родная Москва, Москва бичевала.
У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам. Все, что могу. Вы ведь все знаете. Да, я знаю. Да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Написал прислать белье и вещи. Я была так оскорблена, так. Но одним словом я согласилась разорвать и ответила, что принимаю его отказ. А теперь раскаиваетесь. Да. Я подумала, что это дурно с моей стороны. Что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо. И скажите. И привезите его. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас? Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь. Но не сердитесь. Разве могу на вас сердиться? Я вас прошу, потому что я знаю, что вы любите его. Его и вас? Вы знаете это? Я знаю. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Ефремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Это увлечение я боюсь. Знаю, что если вовремя удержать, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете? Разумеется, сейчас. Да, но где искать его? Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Адрес вот, на конверте. Сделаю все, что могу. А Виктор Михайлович где? Уехал. Как уехал? Я просила его исполнить мою просьбу. Какую просьбу? Опять секрет. Трифон, ну возьмите. Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде. Феде? Федору Васильевичу. Да, Феде. Я думала, что между вами все отношения кончены. Я не могу расстаться с ним. Опять все сначала. Я хотела. Я старалась, но не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним. Ты что же, хочешь вернуть его? Да! Опять впустить в дом эту гадину? Мама! Мама! Я прошу так не говорить про моего мужа. Он был Нет, муж. он теперь муж. Муж! Мод, пьяница, развратник. И ты не можешь с ним расстаться. За что вы меня так мучаете? Мне и так тяжело. А вы точно нарочно хотите. Я мучаю? Не могу я видеть этого. Так я уеду. Я вижу, что вы этого хотите. Что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего у вас не понимаю. Все это по-новому? То расстаться решила,
Потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен. Ничего этого нет. Каренин делал предложение. И посылаешь его за мужем. Что это? Что возбудить ревность? Мама, это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня. Так. Мать выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте. И Бог с вами. Как хотите, так и делайте. Дуняша! Дуняша! Мой чемодан. И это хорошо. И это хорошо. Ай да Настасья Ивановна. Милый ты мой. Ну, теперь не вечер. Нет, постой. Прежде мою похоронную. Вот когда я умру, ну, понимаешь, умру, в гробу буду лежать. Придут цыгане, жене завещаю, и запоют «Шелмеверсте». Так я из гроба вскочу. Вот что запиши. Ну, катай. Ласты багаз. Schelme verste, ciao progio. Ai nicai para, pescnala cio. Медре Москва, тернороя вьё. А era мням пескелио. Я да сиво, сивая коле, я не дивлюсь терпах. Машенька, трекала яка, зачем загубила молодца меня? Ну, каково? Молодец, настоящий цыганка. Ну, теперь не вечерняя. Федор Васильевич, вас барин спрашивает. Какой барин? Не знаю, одет хорошо, шуба соболью. Барурай. Ну что ж, зови. Кто это к тебе? Сюда. Черт его знает, кому до меня дело.
Виктор! Вот кого не ждал. Не ждал. Федя. Иди раздевайся. Позволь, нет. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Я бы хотел... Слушай, вот не вечерняя. Мне надо с тобой. Да, и не вечерняя, и не вечерняя заря. Ай, заря, ай да зорька, зорька Витька спотухала, спотухала. Зорька Витька спотухала, ай да, и вы поденьте, мои братцы. Ай, братцы, ай да тройку малых серапеги, серапеги. Тройку малых серапеги, Вот это она. Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? И зачем человек может доходить до такого восторга, а нельзя продолжать? Да, очень оригинально. В сущности... Да не оригинально, а это настоящее. В сущности, это просто, но только ритм. Ах, как хорошо. Je voudrais vous parler sans témoin. О чем? Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis...
Ну, чавалы, вы отдохните. Карик. Ты хотел троша рода тагадеджан. Начала в мам. Джада Маракирава. Уджа. Джа, оставь. Джа, просто датыр. Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме? Знаю. И хочу сказать... Постой. Ты только не думай, что я пьяный, мои слова невменяемы. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать? Мне поручено найти тебя. И сказать тебе, что она ждет тебя. Мне поручено. Она просит тебя все забыть и вернуться. Почему ты? Елизавета Андреевна прислала за мной и просила меня. Но не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя. Поедем домой. Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть, я негодяй. А ты хороший человек. И вот от этого самого я не изменю своего решения. Да не от этого, а просто не могу, не хочу. Ну как я поеду? Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра... А завтра что? Все буду я, а она. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она меня бросила. Я не сдержал. И кончит. Для тебя. Но не для нее. Удивительно, чтобы ты заботился о том, чтобы наш брак был не нарушен. Послушай. Послушай, как она поет. Повеличать бы. Величать! Иди сюда. Величать! Виктор Сударь Михайлович. Но может быть прелестнее, когда любовь твоя друзей встречает с песнями цыганская семья. Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, и лица разгораются, как вешняя.
заря. Видавна, батюшка. Писарок, писарок. Набудь пияра. Сколько дать? Дай 25. Нинче пришенда, и мразу на не. И чаворена свалысы. Не, и глаза. Чудесно. Теперь лен. Чавале! Теперь лен! Теперь лен и шабаш! Кай Удрал, Каренин. Таджалка бангада гадю чавала дарай. Хыны яму жама. Авантик хыре. Наполала ни башатя, ни гиля. Ну и черт с ним. Авантик хыре. Таджанка хыре. Хыны ям сарай. Ну? Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все. А что я вас просила? Что? Денег. На, возьми. Вот разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты же ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь. Ну как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше. Поцелуй меня. Ой! Иди. А меня любишь? Видно, что люблю. Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе? Разумеется, хорошо. Когда хорошие гости, и нам весело. Ну, знаешь что? Только по сих пор. Поцелуй меня.
ти як, Геро? За суття. Дайте совел. Ай, да тут ваньонок, чавали рози ваньонок. Ай, да Ваня, моя линейка и цыган. Тай-да-да-дам, тай-да-да-да. Тай-да-да-дам, тай-да-да-да. Ай, Ваня, моя линейка и цыган. Ай, Ваня, больше, ай, Ваня, меньше, ай, Ваня, шагом прочь улицы пути. Тай-да-да-дам, 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 тай-да-да-дам. Ай, Ваня, шагом прочь улицы пути. Ай, Разложите чавалы угольки, чтобы не запачкать и вонять сапоги. Ой, 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 Поцелуй меня. Ах, хорошо. Как бы только не просыпаться. Так и помереть. Через каждые полчаса менять, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держать так же. А если опять будет задыхаться? Не должно быть. Если будет... пульверизация и, кроме того, порошки. Утром один и вечером другой. Не хотите ли, доктор, чаю? Благодарю. Больные ждут. Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать. Ну, я все написал. Он так мил теперь. Как только стало ему лучше, он сейчас же стал улыбаться. И болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется. Хотите взглянуть на него? Разумеется. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после этих страхов. А вот вы видите, как вы слабы.
что насупился? Это что? Это Виктор привез виноград. Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж? Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собралась? Я за этого? Да лучше не знаю, за кого выйду, чем за него. Да никогда мне это и в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком. Какой же он чужой? Друг детства. И от чего ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора? Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно. Что с ней? Право не знаю. Федя, к тебе дама. Кто это? Не знает кто. Проводи ее. Да постой, я сам посмотрю. Да пропусти ее. Как это ты? Пойдем, осторожней. Как это ты? Пойдем сюда. Экий счастливчик. Что его бабы любят? Да бог с ним. Господа. Федя. Федь, прости, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Слушай. Федя, вернись домой. Я тебя очень понимаю, Саша, милый. И на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь все вернуть к старому. Но на моем месте, если бы ты милая и чуткая девочка, как это ни странно сказать, была бы на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы.
Перестала бы мешать чужой жизни. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя? Милый Саша, голубушка, может. Может, и еще будет счастлива и гораздо счастливее, чем со мной. Никогда. Это тебе кажется. Да и не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу перегибать так и этак. 100 раз перегнешь, и она все держит, а перегнешь, 101 разойдется. Вот так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей так же, поверь. Нет. Говоришь нет, а знаешь, что да. Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что отвечаешь, это было бы ужасно для меня. Да. Для тебя. Неужели так и останется? Должно быть. Федя, вернись. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты останешься мне дорогим воспоминанием. Ну, прощай, голубушка. Прощай. Дай мне поцеловать тебя. Нет, я не прощаюсь. И не верю, и не хочу верить. Саша. Федя! Ну так слушай. Только слово, что то, что я скажу тебе, ты никому не скажешь. Даешь слово? Разумеется. Ну так слушай. Саша, правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Нет. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее. И она любит его. Нет. Любит. Как может любить честная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит. И будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его. И они будут счастливы. Федя, не говори так. Ты ведь знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. Хорошо, хорошо. И не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи. И не говори, и прощай. Прощай. Да обе лошади хороши, дело в ездаке. Федя, я восхищаюсь перед тобой. Прощай, прощай. Чудесно, прекрасно. И правда. Правда. Как же устроил? Чудесно. И божилась, и клялась побывать к нему на час. Где же все? На трибунах? Заезд Ля Бельбоа? Отлично. Пойдем побываем-ка и мы на час.
Нынче в 2 часа. Стало быть, сейчас она приедет ко мне. Я обещала Виктору принять. Но понимаете мое положение? Я вся не своя. Я боюсь ее. Какая грязь, и я должна пачкаться в ней. J'espère que je ne force pas la consigne. Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu, а теперь нынче особенно. Вы получили мою записку? Получила. Вот мой ответ. Что вы думаете? Скажите, что, по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором? Да, я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним. Ах, мой друг, но почему же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбой, которая идет через всю жизнь? Нет, он женится на разведенной. Он будет встречать мужа своей жены. Теперь новое поколение уж не довольствуется идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus. Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет. Я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть не согласны на мой брак... Разумеется, продолжаю быть не согласна. То я прошу, умоляю вас об одном. Не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле. Я только хотел, чтобы вы узнали ее. Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству? Вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины, туса и дегутан. Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне? Я люблю тебя. Хочу тебе счастья. Сергей Дмитриевич. Ну, разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes déjà majeur. Но ты погубишь меня. Не узнаю вас, это хуже, чем жестокость. Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает. Елизавета Андреевна Протасова. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее. Я ухожу, мама, пожалуйста. Простите. Нет, вы останетесь. Я думал, вам легче будет, тет-а-тет. Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней. Это свяжет меня. Я тогда сделаю вам так.
Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас. Да, мы дружны были. Очень. Мы и теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть. Я хорошо знала вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, он там женился на вас. Да, мы там поженились. А потом, когда он опять переехал в Петербург, он уже не бывал у меня. Да он почти нигде не бывал. И не познакомил меня с вами. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли. Нет. Да. Как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите мне, что если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу. Я не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал, потому что он, то есть потому что, ну, вы меня хотели видеть. Лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры. Да, я лучше уйду. Да, уйдите. Послушайте, Лиза. Лиза? Не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству. Андрей. Все равно. Все равно, Лиза. Мне жаль вас. Вы мне симпатичны. Но я люблю Виктора. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще семилетним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. Он чист, как девушка. Я знаю. Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери, у вас еще маленькая, и вам рано. Мы готовим себя к этому. И я готовилась, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистый, как он. Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. И вы не захотите связать его и заставить раскаиваться, хоть он и не скажет, никогда не скажет, но будет страдать. Я знаю, что не скажет. Я говорила ему. Я думала об этом. Я говорила, будем друзьями, устройте свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет. Ну, давай накладывай на весы. Хорош. 90 пудов плюс 50. Ну, ребят, давай поторопимся. Иду я, Ну, я пошел. Михеичу скажи, чтоб к вечеру была подвода. Ну, Мик, жду я тебя, Мик. Маракирдем дых Я кукурирую, Акана. Так осел Ласкироширо погубил дочку единственную, бриллиантовую Девла. Не путаюсь, я люблю барина и больше Сидяч. ничего. И хор не бросаю, петь буду. Поговори еще. Я вот косу тебя повыдергую, шкура. Агнека. Скверный барин, мы тебя любили. Сколько мы тебя за даром пели. Тебя жалели.
А ты что делаешь с нами? Погано делаешь. Джан, простан, сыгады. Джан, Маракирава, Джан, сыгады. Я сама к нему пришла. А теперь уведете, опять приду. Люблю его и все, и крепче всех ваших замков, моя любовь. Пентенеса Бакунеса! Путаешься с кем? С голышом путаешься! Чего с него взять? Нехорошо сделала, нехорошо. Джадатор, просто. Да вот не любил же, когда деньги-то были. Вот записал бы на хор 1010. Глядишь, и взял бы честью. Баня почтение. А научен тебя тацир. Простите меня, я невольно был свидетелем неприятной сцены. С кем имею честь? Князь Сергей Дмитриевич? Невольным свидетелем неприятной сцены я бы желал не слыхать. Но, услыхав, считаю своим долгом сказать, что слышал. Да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но я хочу вам сказать, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганке, певице, несправедливы. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу вам служить? Я, во-первых... Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно? У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам. Совершенно уверен. Дело мое в том, что сын моего старого друга, Анна Дмитриевна Каренина и она сама просили меня прямо, непосредственно от вас узнать о ваших отношениях. Вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой? Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены. Так вот, Виктор Каренин, в особенности его мать, просили меня узнать у вас о ваших намерениях. Да какие намерения? Никаких. Я представляю ей полную свободу. Мало того, я никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я нахожу его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как это говорится, обыкновенно счастлива. И кем-либо деле винис, вот и все. И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек. Почти что противоположность мне. И он любит ее с детства. Может быть, и она любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Я думаю, она всегда любила. Даже себе не признавалась в этом. Но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание? Пожалуйста, делайте. Я понимаю все. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть. Да и была. И, может быть, от того я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала.
чего-то искал, увлекался. Впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь в сознании своем я давно не муж. И считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию. Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне всегда были и остаются самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно. Да, а я своим распутством помогал их сближению. Ну что же делать, так должно было быть. Я шире смотрю на вещи, но понимаю, что для Виктора и в особенности для матери сближение с женщиной немыслимо без церковного брака. Я знаю его его прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод! Я говорил им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя и всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы. Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы, это ужасно, и я понимаю вас. Благодарствуйте, милый князь, я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Ну, что мне делать? Ну, войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать. Я вас тоже не понимаю. Вы способный и умный человек. С такой чуткостью к добру. Как-то вы можете увлекаться. Можете забывать то, что сами от себя требуете. Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь? Во-первых, князь, вино. Вино это не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я вот сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно. Так стыдно, и только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка, не опера и Бетховена, цыгане, это такая жизнь, такая энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательней, тем после еще стыдней. Ну, а труд? Пробовал, все нехорошо. Всем я недоволен, да что о себе говорить. Спасибо вам. Так что же мне сказать? Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы им ничто не мешало жениться. Разумеется. Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю. Когда же? Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно? Так и могу сказать. Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Так и надо. Очень хорошо, чудесно.